О, мой сын, почти про тебя. Нату, о, Нату, Маугли ничего не высказал, что... Что такое? Маугли ничем не выказал, что ему известно его имя. Ты не помнишь, как я тебе подарил новые башмаки? Она дотронулась до его ноги, которая была жестка почти как рог. Нет, печально проговорил Мессуа. Эти ноги никогда не носили башмаков, но ты очень похож на моего Нату. И отныне будешь моим сыном. Маугли чувствовал, отныне будешь моим сыном, понял? Мессуа, или почти. Маугли чувствовал себя очень неловко, так как никогда еще не бывал в домах. Однако, взглянув на настилку крыши, мальчик увидел, что он в любую минуту сорвет ее, если пожелает уйти. А также, что на окнах нет затворов. Стоит ли быть человеком, мысленно сказал он себе, если не понимаешь человеческой речи. Здесь я тоже так же глуп и нем, как был бы человек у нас в джунглях. Мне нужно научиться их говору. Далеко не для забавы Маугли, живя с волками, научился подражать призыву оленей и хрюканью кабанят. Поэтому едва Мессо произнесла какое-нибудь слово. Машенька, когда я читаю Мессо, он реагирует? Нет. Давай еще раз попробуем. Поэтому едва Мессо произносила какое-нибудь слово. По нулям? Маугли тотчас почти в совершенстве подражал звукам ее речи. И еще до наступления темноты звучал: ты прям спишь? До наступления темноты он уже уснул. Да, я уже понял. Смешмомрик. Папа тебя убаюкал, да? Ну, тогда и читать тебе вслух смысла не имеет, раз ты дрыхнешь у меня уже. Ему мало надо. Всем хорошо, кроме обожженных красным цветком волков. Теперь слушай, Шерхан. Ушел и будет охотиться далеко от нас, пока его шкура не застрянет. Потому что он страшно опален. Но он клянется, что по возвращении кинет на венгу твои кости. Это еще посмотрим, ведь я тоже дал одно маленькое обещание. Тем не менее, узнавать новости всегда полезно. Я очень устал от всего непривычного, серый брат. Однако прошу тебя, приноси мне вести. Ты не забудешь, что ты волк. Люди не заставят тебя забыть об этом, тревожно спросил мальчишка. Никогда. Я вечно буду помнить, что люблю тебя и всех в нашей пещере. Но не забуду также, что меня исключили из стаи. И что тебя могут прогнать из другой стаи. Люди только люди, маленький брат. И их речь походит на говор лягушек в болоте. В следующий раз я буду ждать тебя среди бамбуков на краю пастбища. 3 месяца после этой ночи Маугли почти не выходил из деревенской ограды. Он сильно изучал обычаи и нравы людей. Прежде всего ему пришлось надевать на себя платье. И это сильно стесняло его, потому что нужно было уразуметь значение денег, которого он совсем не понимал, и приучился пахать землю, хотя не видел в этом пользы. Вдобавок ко всему, деревенские дети сердили мальчика. К счастью, закон джунглей научил его сдержанности, ведь в джунглях жизнь и пропитание зависит от умения владеть собой. Интересная книжка, Масюш. Или ты с каким-то тезисом не согласен? Согласен, да? Ну, тогда ложись дальше спать. Однако, когда деревенские мальчишки насмехались над ним за то, что он играл не в хоккей игры, не пускал змеев, или за то, что он плохо произносил некоторые слова, только сознание, что убивать безволосых детенышей недостойно охотника, удерживало его от желания схватить их и разорвать пополам. По-моему, какую-то жестокую часть сейчас читаю, да? Вот. Хотя не могу не согласиться с Маугли. Поэтому Масян проснулся. Давай я что-нибудь... Тогда я сейчас про себя почитаю, пока мы не дойдем до какого-нибудь приятного момента. Эй, серьезный мой пацан. Засыпай, мой зайка. Засыпай, мой сладкий, засыпай. Засыпай, красавчик. Вот как сладенько.
потому что правительство оценило его жизнь во 100 рупий. А еще лучше не болтай, когда говорят старшие. Маугли поднялся, чтобы уйти. Весь вечер я слушал. Бросил он через плечо. И за исключением 2-3 раз Больдео не сказал ни слова правды о джунглях, которые подходят к самым его дверям. Могу ли я после этого верить в рассказы о призраках, божествах и лесных духах, которых, по его словам, он видел?